بسم الله الرحمن الرحيم. Когда все вокруг рушится и кажется, что выхода нет, помни, существует тот, кто управляет каждой деталью этого мира. В момент, когда ты опускаешь руки и теряешь надежду, именно Он дает тебе силы встать и идти дальше. Он рядом, даже когда ты думаешь, что остался один. Это Аллах, истинный Господь, тот, кто создал все и управляет каждым мигом нашей жизни. Его сила безгранична, а Его милость охватывает все сущее. Он является величайшим, совершенным и превосходящим всех, кто достоин всякой хвалы. Он – Ар-Рахман, безмерно милостивый, Ар-Рахим, постоянно милующий, Аль-Алим, всезнающий, и Аль-Хаким, обладающий совершенной мудростью. Он знает, что скрыто в глубинах сердец, и слышит даже те молитвы, которые ты боишься произнести вслух. Его имена наполнены светом, а Его деяния исполнены совершенства, и нет ни одного мгновения, в котором бы Его милость не касалась творения. Он является началом всего и концом всего. Он был, когда не было ничего, и будет, когда исчезнет все. Он не нуждается ни в помощниках, ни в советниках, и не имеет ни сына, ни подобия себя. Он не рождал и не был рожден. Он единственный, которому нет подобий ни в этом мире, ни за его пределами. Он Аль-Ахад, то есть единый, не имеющий равных. Он Ас-Самад, тот, кто ни в чем не нуждается, к кому обращаются в трудности. Он Аль-Кафи, достаточный, чья забота охватывает все творение. Только одно Его повеление, и вся вселенная появилась в бытие. Он сказал: «Будь», и все стало реальностью. Он Аль-Бари, совершенный формирующий, и Аль-Мусаввир, дарующий облик всему сущему. Он есть Творец, безупречный в каждом своем деянии, и ничто не выходит за пределы Его мудрого замысла. Посмотри на небо, на звезды, на самую крошечную клетку в твоем теле, и ты увидишь, как все это восхваляет Его. Каждое творение говорит о Его величии, точности и совершенстве замысла. Все в этом мире, начиная от движения планет и заканчивая шепотом листьев, подчинено Его воле и прославляет Его суть. Аллах видит то, что скрыто. Он знает то, что ты прячешь глубоко в душе. И несмотря на всю свою величественность, Он ближе к тебе, чем ты сам к себе. Он не просто Создатель, но также проводник, защитник и тот, кто удерживает этот мир от хаоса. Кто такой Аллах, и есть ли реальные доказательства Его существования? Начни с самого очевидного: мы с тобой существуем. Ты живешь, ты дышишь, ты осознаешь. Но откуда взялась эта жизнь? Почему у нас есть разум, мышление, внутренний голос совести? Почему мы способны чувствовать, любить, стремиться к справедливости? Разве все это появилось просто так, без смысла, без причины? Посмотри вглубь себя. Даже сам факт, что ты задаешь этот вопрос, уже указывает на то, что внутри тебя есть нечто выше случайности. Это инстинктивное стремление понять смысл. И это уже первое доказательство. Если сказать, что все это всего лишь череда случайностей, лишенных смысла и порядка, то это означает, что ты по-настоящему не заглядывал в суть устройства Вселенной. Посмотри внимательно. От величественных планет и звезд до мельчайших молекул. Все в этом мире устроено с идеальной точностью. Все взаимосвязано и движется по своим орбитам. Это не хаос, это система, это совершенное взаимодействие. Это не случайность. Это знак того, кто создал этот мир с мудростью и замыслом. Одним из величайших доказательств в исламе является речь Всевышнего Аллаха, священный Коран. В нем содержится знание, которое не могло быть известно людям 1400 лет назад. Это были времена, когда человечество не знало, что Земля вращается вокруг Солнца. Люди верили, что Земля плоская и держится на столбах, слонах или даже гигантской рыбе, в зависимости от мифов разных народов. Никто не догадывался, что Луна движется по своей орбите вокруг Земли.
Никто тогда даже не предполагал, что во Вселенной существуют миллионы галактик, звездных систем и необъятные космические просторы. Более того, никто не понимал сути гравитации, строения атмосферы или законов движения небесных тел. Все это пришло к людям спустя столетия, а в Коране эти истины уже были указаны. Сегодня астрономы изучают свет, идущий к нам миллиарды световых лет. Этот свет начал свой путь более 13 миллиардов лет назад. Когда мы смотрим на далекую звезду, мы видим не то, какой она является сейчас, а то, какой она была, когда испустила свет, который только сейчас достигает нас. Поэтому, глядя в телескопы, ученые фактически видят прошлое, таким, каким была Вселенная, спустя всего несколько сотен миллионов лет после ее появления. Современные телескопы позволяют наблюдать древние участки космоса, раскрывая глубины, о которых раньше человек даже не мог мечтать. А Аллах уже упомянул об этом в Коране. Еще тогда, когда наука только начинала дышать. Как сказано в суре Аль-Мульк, аят 3, «Он тот, кто сотворил 7 небес слоями. В творении милостивого ты не увидишь несоответствия. Взгляни еще раз, видишь ли ты какой-либо изъян?» А в суре Аз-Зарият, аят 47, говорится: «Мы построили небо с могуществом, и ведь мы его расширяем». Эти слова были ниспосланы в то время, когда человечество еще не обладало ни телескопами, ни научными теориями о космосе. Разве это не доказательство? Все эти тайны, раскрытые в Священном Писании, не могли быть открыты человеку без высшего знания. Ведь, как сказано в суре Аль-Бакара, аят 255, «А они не постигнут ничего из его знания, кроме как по его воле». То, что мы только начинаем понимать с помощью науки, уже было передано через откровение более 1400 лет назад. Это истина от того, кто знает все, ведает явное и скрытое, открывает по мере своей мудрости. В Коране содержится более 1000 аятов, связанных с наукой и наблюдением за окружающим миром. Эти аяты затрагивают космос, эмбриологию, геологию, физику, морские течения и многое другое, задолго до того, как наука подтвердила эти знания. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с очередным научным фактом, уже упомянутым в Коране, невольно возникает вопрос: кто мог обладать такими знаниями в VII веке, в условиях, где не было ни лабораторий, ни научных школ, ни доступа к мировой информации? И единственный честный ответ, который остается даже у тех, кто отрицает веру, это тот, кто все создал — Создатель. Тот, кто дал всему форму, порядок и законы. Изобретатель, управляющий, хранитель. Мы, верующие, знаем, все это от того, кто ведает сокровенное. Мы называем его Аллах, всемогущий Творец и Властелин миров. Иногда люди спрашивают, где доказательства, что Бог существует, где его чудо? Но разве не чудо то, что ты появился на свет после того, как был ничем? Разве не чудо, что ты дышишь, осознаешь, чувствуешь, размышляешь? Все это — живые доказательства милости Аллаха, которым мы зачастую не отдаем должного внимания. Посмотри на дождевые капли, что ниспосылаются с неба. Разве ты забыл, что даже в этом явное чудо Аллаха? Как сказано в суре Ар-Рум, аят 48, Аллах — тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака. Потом Он распространяет их по небу, как Ему угодно, и превращает их в дожди. И ты видишь, как они ниспадают. И когда Он низводит их на тех из своих рабов, кого пожелает, то они ликуют. Солнце, которое каждое утро восходит, а вечером скрывается за горизонтом, в этом тоже знак Творца. В суре Ясин говорится: «Солнце движется по своему определенному пути». Это установление великого и знающего. А для Луны мы определили фазы. Ни Солнцу не подобает догонять Луну, ни ночи опережать день. Все они плывут по своим орбитам. Взгляни на ночное небо, украшенное звездами, этими гигантскими светящимися шарами, горящими за миллиарды километров от нас. В суре Аль-Мульк, аят 5, говорится:
Мы украсили ближнее небо светильниками, звездами. И это тоже не что иное, как чудо. Луна, ее движение, ее циклы, которые мы используем для расчета времени и календарей, и в этом проявление точности и мудрости. А как насчет твоих ладоней, твоих отпечатков пальцев, твоих глаз, твоего сердца, твоей души? Человек сам по себе – величайшее из чудес. Но со временем мы начинаем воспринимать все это как обыденность и перестаем удивляться, хотя каждое из этих явлений – напоминание о его мудрости и силе. Однако Всевышний напоминает нам. В суре Ар-Рад, аят 8, говорится: «Аллах знает, что несет каждая утроба, и насколько сокращается или увеличивается срок. Все у него по мере, в точной записи». Разве это не чудо, знание Аллаха, охватывающее даже то, что сокрыто в глубинах чрева? В суре Аль-Аля Всевышний Аллах говорит: «Прославляй имя Господа твоего Всевышнего, который сотворил и усовершенствовал, кто дал меру и наставил. Он создал все из ничего, без какого-либо примера до этого. Посмотри на солнце. Оно находится ровно на том расстоянии от Земли, при котором возможна жизнь. Чуть ближе, и все сгорит. Чуть дальше, и мир погрузится в вечную зиму. Кто уравновесил эту точность? А теперь вглядись в воздух, которым ты дышишь». Ученые утверждают, что содержание кислорода в атмосфере около 21%. Если бы кислорода было 50%, то одна искра могла бы обратить Землю в пылающий шар. Кто установил этот баланс? Новорожденный младенец, едва появившись на свет, уже знает, как выжить. Он тянется к груди матери. Кто научил его этому? Кто вложил в сердце животного инстинкт искать пищу? Кто направил росток, чтобы он тянулся вверх к свету, а корень – вниз к воде? Каждое творение Аллаха получает свое руководство, свое направление. Это не случайность, это мудрость того, кто управляет всем. Ученые подсчитали, в организме человека содержится примерно 37 триллионов собственных клеток, а вместе с ними около 39 триллионов бактериальных клеток, которые живут внутри нас и помогают нашему телу работать правильно. Общее число клеток – более 76 триллионов. Среди них более 200 специализированных типов – нервные, мышечные, эпителиальные и другие. Мозг взрослого человека содержит около 86 миллиардов нейронов и примерно столько же глиальных клеток, поддерживающих их работу. Большинство этих клеток формируются еще в утробе матери и остаются с тобой до самой смерти, не обновляясь и со временем уменьшаясь в количестве. Кто поддерживает их жизнь и порядок? Внутри почти каждой клетки тела человека находится ДНК, представляющая собой тончайшую молекулу, шириной всего около 2,5 нанометров. В ней записан твой уникальный генетический код. Ученые подсчитали, если соединить все молекулы ДНК из всех клеток тела в одну нить, она протянется на расстояние, примерно равное 2 диаметрам всей Солнечной системы, то есть более 36 миллиардов километров. Только вдумайся, эта информация уместилась внутри тебя, в каждой клетке твоего организма. Это невозможно придумать. Это точность Творца. Ученые смогли расшифровать генетический код человека и представить его в виде 175 томов, содержащих более 260 тысяч страниц. В этом коде прописана вся информация о человеке, от внешности до внутренних процессов. Достаточно изменить всего несколько букв в этой записи, и могут возникнуть мутации. А если нарушить больше, жизнь будет невозможна. Кто мог заложить такую точность? Теперь поднимем взгляд на Вселенную. Внутрь Солнца может поместиться около 1 миллиона 300 тысяч планет размером с Землю. Диаметр области, в пределах которой Солнце удерживает свое влияние, гелиосфера, составляет примерно 18 миллиардов километров. И даже она является лишь малой частью Млечного Пути.
Сам Млечный Путь имеет поперечник около 100 тысяч световых лет и содержит более 400 миллиардов звезд. Некоторые звезды настолько огромны, что могут вместить до 800 планет размером с Землю. А самые массивные галактики в десятки, а то и сотни раз превышают размер Млечного Пути. И это лишь наблюдаемая часть. По оценкам ученых, во Вселенной может быть около 2 триллионов галактик. Ее диаметр составляет приблизительно 93 миллиарда световых лет, и при этом она продолжает расширяться. Возраст Вселенной оценивается примерно в 14 миллиардов лет. И все это подчинено воле Аллаха, который сотворил, уравновесил, наделил мерой и наставил. Хвала тому, чья мудрость охватывает все сущее. Само устройство этой Вселенной является одним из величайших доказательств того, что за ней мудрый Творец, совершенный архитектор всего сущего. Как сказано в 14-м аяте суры Аль-Муминун: «Да будет благословен Аллах, наилучший из Творцов». В этом аяте подчеркивается: Аллах не просто Творец, Он лучший из Творцов. Все остальные так называемые Творцы лишь собирают, комбинируют и переделывают уже созданное. Они берут дерево, обрабатывают его и создают дверь. Но они не создали само дерево. Настоящее творение — это когда что-то возникает из ничего, без исходных материалов, без образца. И только Аллах способен на это. Как сказано в суре Аль-Хадж: «Воистину, те, кого вы взываете помимо Аллаха, не могут сотворить даже муху, если бы даже объединились ради этого. И если бы все человечество объединило свои усилия, применив все технологии, науку, машины и интеллект, они все равно не смогли бы создать самое простое живое существо. Ведь настоящее творение — это не просто собрать из готовых элементов. Это дать начало тому, чего никогда не существовало. Как сказано в 29-м аяте суры Ат-Таквир: «Вы не пожелаете ничего, если этого не пожелает Аллах, Господь миров». Это и есть смысл слова «Ар-Раб». Господь — истинный властелин, тот, кто создал, воспитывает, направляет и управляет всем сущим. Он — тот, кто управляет, направляет, творит и определяет все до мельчайших деталей. Даже наши намерения и решения не происходят без Его воли. Он — единственный, кому принадлежит власть над каждым мгновением нашей жизни и всей Вселенной. Украшение ближайшего неба звездами — одно из напоминаний Аллаха о своей мудрости и безупречном творении. Это лишь первый уровень небес, полный сияющих светильников, создающих красоту и порядок в нашем мире. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Первое небо по сравнению со вторым, как кольцо, брошенное в пустыне. А второе, по сравнению с третьим, тоже как кольцо в пустыне. Третье небо по сравнению с четвертым и так далее. От четвертого до пятого, от пятого до шестого, от шестого до седьмого. Все как кольцо в пустыне. Представь себе кольцо, потерянное на пустыне. Его невозможно найти. Так и человек в масштабах мироздания — всего лишь крошечная пылинка. Его не найдешь даже под микроскопом. И несмотря на это, люди осмеливаются проявлять гордыню. И чтобы дать нам хотя бы малейшее представление, в суре Аз-Зумар Аллах говорит: «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи. Это величие Аллаха, перед кем мы склоняемся. Это Аллах Джалла Субхана. Клянусь Аллахом, Он не нуждается в нас, тогда как мы отчаянно нуждаемся в Нем. Если бы вы только узнали, с какой любовью и заботой Аллах окружает каждого из нас, вы осознали бы. Никакое благо не превзойдет Его безграничной милости». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний Аллах сказал: «О рабы мои, поистине я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной между вами.
Так не притесняйте же друг друга. О, рабы мои! Все вы были заблудшими, кроме тех, кому я указал правильный путь. Так просите же меня направить вас на правильный путь. И я направлю вас. О, рабы мои! Все вы останетесь голодными, кроме тех, кого я накормлю. Так просите же меня накормить вас, и я накормлю вас. О, рабы мои! Все вы останетесь нагими, кроме тех, кого я одену. Так просите же меня одеть вас, и я одену вас. О, рабы мои! Поистине вы грешите ночью и днем, а я прощаю все грехи. Так просите же меня о прощении, и я прощу вас. О, рабы мои! Поистине вы никогда не сможете ни причинить мне вреда, ни принести пользу. О, рабы мои! Если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же богобоязненными, как и сердце самого богобоязненного человека из вас, имеется в виду пророк Мухаммад, это ничего не добавило бы к тому, чем я владею. О, рабы мои! Если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивыми, как и сердце самого нечестивого из вас, имеется в виду Иблис, это никак не уменьшило бы того, чем я владею. О, рабы мои! Если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили меня о чем-нибудь, а я дал бы каждому то, о чем он просил, это уменьшило бы имеющееся у меня настолько, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество его воды. О, рабы мои! Поистине, это только ваши дела, которые я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретет нечто иное, пусть упрекает только самого себя. В другом хадисе Кудси Аллах сказал: «Если раб приблизится ко мне на 5, я приближусь к нему на локоть. Если он приблизится ко мне на локоть, я приближусь к нему на сажень. А если он направится ко мне шагом, то я брошусь к нему бегом». Это милость того, кто един и достоин поклонения. Пусть же наши сердца всегда будут устремлены к Всевышнему, чтобы мы ощущали Его любовь и поддержку в каждом миге нашей жизни. Амин.